Вот это вот интересные наушники, кстати. Знаете, как они называются? One More Piston Buds Pro Q30. Ребят, Q30 не зря, потому что они стоят в районе $30. Ну, вообще не 30, 35-36 долларов. Но наушники интересные, потому что ультрабюджетные от известного производителя наушников. One More действительно выпускает вот эти вот нормальные наушники. Смотрите, какой кейсик, ничего, на распаковке еще увидите. Но чем интересно? Интересно тем, что здесь есть ANC, да, активный шумодав на 6 микрофонов. И кроме этого есть еще ENC, который Environment Noise Cancelling, уже задолбался повторять это словосочетание. Это когда очищает шум для говорящего, именно когда вы говорите с вашим оппонентом, ваш оппонент не должен слышать шум вокруг, который у вас. Это тоже классная тема. 12 пресетов различных эквалайзеров, но нет LDAC Hi-Res кодека. Да? Ну и сама по себе сертификации Hi-Res нет, но есть AAC HD кодек. И в принципе звучат они на твердую тройку. Да, объясню из пятерки. Я объясню это все в своем обзоре. А вообще даже в начале обзора я могу вам сказать, что за его-то деньги можно найти, за их деньги можно найти варианты поинтереснее. И, кстати, ссылки в описании под видео. Melody Buds Pro, мы делали обзорчик, да, вот скажи, Лисичка, вот неплохо за такие деньги. Вот что ты машешь, зрители-то не видят, давай махни хоть камерой вот так вот, да, вот, да, махнула. Это нормально, да, скажи, Лисичка, и она стоит с камерой и такая, да, махнула, класс вообще, топ. В общем-то, я слушал их достаточно долго. Мы сейчас их распакуем, попробуем эргономически. И, конечно же, мы с вами посмотрим цену, узнаем, где купить. Перед этим подпишемся, нажмем колокольчик и потестируем. Я их уже потестировал. Я вам очень-очень... не знаю, как на русском стысло, как это, очень сжато, да, расскажу, что я услышал. Что я услышал, а слышать я могу много, потому что очень много тестировал, да и музыкой много занимался. Потому что у тебя хороший слух. Да, у меня идеальный слух, я слышу голоса в своей голове. Оу. Ладно, шучу. Ребят, все, на канале Технозон, поехали. Кручу-верчу, эргономику хочу. Давайте вот эти вот наушнички смотреть на эргономику. Давай, дуй сюда, Лисичка. И будем сейчас проверять, насколько они эргономично садятся в ухо. Так, ну, не знаю, для моих ушей. Ну, они сильно выпирают. Выпирают? Да, есть немного. Есть немного, да? А меньше амбушюра я не могу поставить. То есть здесь не на мои маленькие ушки, я вам скажу. Хотя они очень-очень плотно сели. Слушайте, прям очень плотно сели. Прям очень плотно. Они очень легкие. Вот это то, что я могу сказать. Ой, слушай, я их вообще практически не ощущаю. Хотя амбушюру чувствую. Вот я вес наушника не чувствую. Ну, вот знаешь, вот они на грани того, что вот ты чувствуешь, что вроде бы упадут. А они не падают. Не падают, все хорошо сидят. Но, опять же, должен быть честными, я чувствую амбушюру. Вот так вот они сидят. То есть, знаешь, что, если к ним касаться... Хотя, подожди. Да не сидят как влитые. Вот обычно это тест, да, там. Да, он показывает. Не, я себе сейчас ухо отколочу. Может, есть? Они не выпадают. Хорошо сели, хорошо. Ладно, по эргономике все понятно. Достаются, одеваются. Но амбушюра, блин, жестковата. Амбушюра жесткая. Менять, не менять. Может, тебе чуть меньше надо? А? Может, чуть меньше надо? Меньше? Нет, у меня маленькие выпадают всегда. Вот этот вот размер, он же стандартный. У меня маленькая выпадает. Ну ничего, слушайте, эргономика, если брать по пятибалльной шкале, 3 с плюсом. 3 с плюсом эргономика, они очень легкие, их не чувствуешь, но они у меня как-то торчат, и все-таки сама амбушюра немножко жестковата, ну, в целом неплохо. И заниматься спортом в них тоже можно, ни хрен выпадут, потому что вот этот вот тест пройти, да, возьмите свои наушники, поколотите по заду уха сильно и посмотрите, вылетают они или нет. В общем, поехали дальше. Итак, One More Piston Buds Pro Q30. Название, конечно, пистоны, короче. Высокоинтеллектуальное удаление шума. Да, ничего страшного, пленку сейчас дерем. DLC динамический драйвер, давайте смотреть. У меня тут Лисичка говорит, пленка ее что-то не устраивает. Картинка не такая красивая. Картинка не такая красивая, да? Ну давай, здесь сзади ничего у нас не написано, сбоку 30 часов жизнь батарейки, 6 микрофонов ANC, тут даже ENC есть.
Знаете, это ж очень круто. Теперь быстрая зарядка за 10 минут на 2 часа. И IPX5 влага-водозащита. Вот это прикол, кстати. Давай. Оп! Смотри, у него не такой закругленный корпус, как обычно у наушников. Такой необычный чуть дизайн. Смотри, такой оп, one more. Всегда мне нравился этот бренд. Кстати, слушай, шершавый корпус. Попробуем. Оп. И посмотрим на сами наушнички. Ну. Так, у нас здесь, видите, как мы видим, пленочки стандартно защищающие у нас от перезаряда. Не дай бог, или от чего они там делают. Как они вставляются теперь? Ага, вот так вот. Магнитки. Слышу, магниты есть. О, вообще не выпадают. Достаточно легкие. Смотрите, сам по себе дизайн наушника. Контактная группа. Раз микрофон, два микрофон, три микрофон. Три микрофона есть. Теперь амбушюра. Угу. У нас там сеточка есть. Ну ничего, слушайте. Легкий пластик. Не скажу, что он экстра какой-то суперовый, но достаточно легкие наушники. По дизайну мне зашло. Смотрите, они ничего такие, да? Они очень что-то мне напоминают по форме. Именитые бренды, которые мы называть не будем. Прям напоминают, только расцветка чуть другая. А сами по себе из шероховатого пластика, такого приятного, кейс ничем не выделяется. Смотрим, что есть в комплекте. Так, здесь у нас фигня разная. Слушай, а где амбушюры запасные? Тут. Думаешь? О, ну кабель зарядки, есть еще амбушюрки запасные. Амбушюрки запасные надо рассмотреть. А ну, давай, открываем. Ого, не со всей силы отодрал. Да, а тут они так сделаны хорошо. Так, амбушюра средней жесткости силикон. Вот она. Это средняя на наушнике. Здесь средней жесткости силикон. Амбушюра неплохая, я вам скажу сразу. Это не самая плохая амбушюра, которую я видел. Особенно учитывая их цену, я бы вообще не заморачивался. Не помялись или Нет, это было? они такую форму имеют, каплевидную, смотри. Они сами по себе, видишь, каплевидная А, форма. точно. То есть их еще одеть правильно надо. Их не просто там как круглый отдел и все. Их еще правильно одеть надо. Ну, слушайте, давайте так, переходим и тестируем. Друзья, сейчас будем подключать наушники. Интересно, какие кодеки. Я их как раз чуть подзарядил. Открываем. Вы видите мой смартфон. И заодно потом будем уже смотреть. Кстати, вот пока они у меня подключаются. Так, заходим в Bluetooth. Больше параметров. И смотрим. О, OneMo Pistol Buds Pro. Вообще должно быть приложение OneMo. 100%. Я вижу AAC, HD кодек AAC. Никакого LDAC, ничего, каких HD кодеков нет. Ладно. И теперь давайте посмотрим. 34. Вообще, знаете, что я хочу? Я хочу сначала загрузить приложение, пока оно загружается. One more music. Вот оно. И посмотрим. $34 64 цента стоят эти наушники. Заявляют до 30 часов. Либо 7,5 часов это с кейсом работы, либо 7,5 часов без кейса, но я вам расскажу сразу, будет меньше. Я изучал отзывы на эти наушники и реально там 5-5,5 часов они отрабатывают без кейса. Это реальный отзыв. Я не буду сейчас говорить, что там они какие-то мега суперовые в плане производительности. С кейсом, пожалуйста, до 30 часов дотягивайте, дозаряжайте. Теперь. Так. Адаптивный noise cancellation, то есть это фактически шумодав 42 дБ. При этом есть VNR. Знаете, что такое WNR? Это Wind Noise Reduction. Это, короче, он убирает чисто ветер. Это адаптивный, есть средний и сильный режим. Ну, посмотрим сейчас. Hi-Fi Great Sound DLC динамический драйвер. Кстати, драйвер здесь 10 мм. Они не пишут об этом, но он 10 мм. И, кстати, эти наушники очень интересны тем, что у них всего лишь 8 миллисекунд, 8,8 секунды задержка. То есть это очень прикольно. 12 студийных пресетов, и тут, в принципе, уже они просто пишут про NC, про свою диафрагму и про все остальное. Больше ничего такого интересного нет. IPX5, а ну здесь что там пишут, 410 мА
емкость батареи. Слушайте, ну писать можно много чего, а больше мы ничего интересного для нас не услышали. Я думаю, что уже можно переходить и тестировать. Давайте открываем One More Music. Черненькие у нас. И все, они у нас подключены. Это у нас обучение, Double Tap. Это у нас Playback, Phone Call. Двойной тап, поднять, положить. Голосовой контроль, тройное нажатие. И режимы прослушивания нажать и задержать. Теперь дальше, что у нас тут еще есть? Звуковые опции, есть эквалайзеры, есть кастомный эквалайзер. Кстати, прикольно, можно наставить. Есть пресеты, смотрите, сколько разных. Вокал бустер, лаунж, электроника, подкаст, студийный, бас редюсер, бас бустер. То есть можно даже бас уменьшать. Объемный звук, шпатель аудио. Есть шпатель аудио и есть low latency, это для игр. Но я вам уже скажу сразу, если вы поставите low latency режим, то у вас отключатся все пресеты. Сразу говорю, обработки звука не будет. Теперь ANC. А ну-ка, сейчас мы включим ANC и... Ой, сухо стало сразу, вообще сухой звук. То есть вообще я ничего не слышу. Прозрачный звук. Лисичка, покричи мне что-нибудь. Я ее слышу как будто без наушников. Еще раз ANC. Есть адаптивный. ВНР это от ветра. Да, ВНР, кстати, более я все слышу вокруг. И сильный. Вот в сильном это вообще сухой звук. Но это не самый лучший ANC. Я все-таки какие-то звуки слышу. Там вот городской шум какой-то. Но это неплохо. Это неплохо. Ладно. Хорошо, больше ничего здесь интересного для нас нет. Обновление есть наушников. Давайте. Мне больше, это последняя версия. Мне больше нравится, знаете, что в этих наушниках. Вот One у них есть наушники, которые подороже. Я делал когда-то обзор, которые проверяют твой звук и выстраивают эквалайзер под твой, скажем так, полностью звук, под твой слух. Вообще очень прикольно то, что тут Bluetooth 5.3, конечно же. Они там позаявляли много чего, но чего я здесь вообще не вижу. Теперь будем слушать. Я хочу, знаете, с чего начать? Дело, что они должны бас какой-то, обещали мне бас какой-то выдать. Давайте, хип-хоп и R&B. Обязательно с вокалом. Ой. Ух ты. Прикольно. Вот прям на старте. Прям на старте слышу, что суббас уходит глубоко. Он не гудит, знаете, так прям, погромче сделаем. Вокальчик четкий, ясный. Очень так интересно. Это расширенная версия. Бас прикольный. Давай. Вокал. Прям драйвово так, знаете. Очень по хип-хопу неплохо. I'm from that cloth, I'm always fit to frame the way I cut the ties. You need a medikit. Swear to God, these niggas amateur. They waiting on me for the fall off. You be holding your breath till your face tint the same color code. They match the amethyst. По хип-хопу R&B. Действительно неплохо. Бас, вообще, знаете, бас очень неплох. Суббас, я вам скажу, уходит действительно очень глубоко. Хорошо, мне прям понравилось. Действительно, бас не гудит, как обычно это. Слушайте, для его $35, 36, это прям вообще отлично. При том, что вы же можете еще и, допустим, редюсить бас, либо вы можете, допустим, его бустить, если вам хочется больше чего-то. Атаки такие четкие, хорошие, вокалы читаются четко, ясно. Но дело в том, что вот вокал четко вот в центре вешается. Да, вот он повесился в центре. Но про сцену мы еще поговорим. Так, следующее, что хочу послушать, попсу, поп-музыка. Давайте, поехали. У меня вокал обязательно должен быть. Реплей до сих пор держится вверху. Сейчас послушаем.
хочу что-то более драйвовое. Блин, здесь вот бас сильно, здесь нужно редюсить бас, конечно. Ну, четко знает. Знаете, что самое интересное? Даже для вот электроники вот сцена где-то чуть выше, шире головы, вот знаете, такая ширина вот где-то вот вокал четко чуть выше головы по центру. Попса хорошо играет. Оп, знаете, что только что было? Переключил, был провал правого уха такой по громкости, ушел в ноль, а потом восстановился. Кстати, я про это слышал на форумах. Редкие какие-то моменты, но бывают. Ну, вообще неплохо, да, знаете, такой мидбас неплох, синтетика вот эта вся звучит бодренько. Вокал четкий, четко вообще слышно. Нет вот этой каши, которая присуща очень дешевым наушникам. Просто нет ее. Вот я бы здесь ставил бас редюс, я вам серьезно говорю. Бас даже чрезмерный для попсы. Прям приятно. Смотрите, очень драйвовый такой мидбас. Вообще сам по себе бас, он очень такой глубокий, прикольный. Но я бы редюсил бас через пресеты, да, то есть там свой кастомный ставил бы, потому что, ну, слишком его много. Его много, знаете, это как подушка из баса, на которой прыгают все остальные инструменты. Ну, вот у меня такое ощущение создается. Неплохо в целом, но при кастомизации будет вообще идеально. Давайте послушаем классику. Вот обычно у меня там с классикой сейчас, сейчас где-то у нас тут было. Вот я сразу, вот эти вот ТВС наушники для классики это наказание. Я вам сразу говорю, сцены широкой не будет вообще никакой. Вообще не будет, как у зала ее точно не будет. Хотя, знаете, инструменты разделяются адекватно. Вот то, что я слышу, фортепиано здесь, там, виолина здесь. Больше ничего не различаю, оно все в одной куче. Слишком узкая сцена. У ТВС вообще у всех узкая сцена, чтобы вы понимали. Это можно взять какие-то хорошие проводные наушники и слушать там хорошую музыку. Здесь... Возможно, шпатель аудио, который они поддерживают расширение сцены, поможет расширить сцену в классике, но я бы не игрался с этим. Давайте дальше послушаем. Знаете, все-таки я бы, во-первых, отключал бы ANC при прослушивании классики, потому что ANC изначально сужает еще сильнее сцену. Здесь достаточно ровная середина, вообще очень ровная, оно прям ощущается, но вот басовая составляющая, она гудит, она просто гудит, да, гудит. Я бы сделал бы меньше низов здесь для классики, немного приглушил бы верхнюю середину и добавил бы высоких. Я вам скажу так. Да, вот прям басы гудят в классике. Сейчас. Знаете, что скрипки колят по чуть-чуть. Вот знаете, вот этот вот проскакивает верхний такой. О, флейта.
Нет, вообще, я вам скажу, изначально эти наушники не для классики, они вообще не для классики. Есть определенные проблемы воспроизведения, действительно, бас слишком гудит для классики, сами скрипки действительно колят, а средние хотя и четкие, ну вот классика это, честно говоря, какофония из-за слишком узкой сцены. Классическую музыку слушать действительно не очень приятно. Давайте электронную музыку послушаем. Тоже интересно такое что-нибудь. Ага. А вот это здесь мощный бодрый бас, как всегда, да. А ну. Синты такие яркие вообще. На громкости чуть-чуть такое стекло, знаете, как говорится, и иногда гул получается. Я бы тоже здесь убавлял бы низы, капельку прижимал бы серединку, вот в частотах, серьезно вам говорю, и добавлял бы высоких для воздуха. Воздуха как мало у нее, знаете, она поет, и вот серьезно, вот этот вот вывешенный в центр получается вокал, и вот, короче, не хватает воздуха, сцена сильно зажатая. Чего мы хотели в наушниках за 30 с чем-то долларов? Это не наушники за 50, за 60, наушники за 30 с мелочью долларов. И я вам скажу, какие у нас там Melody Buds Pro, да, по-моему? Да. Они вот звучат намного лучше. Намного, прям качественно лучше. Там, во-первых, high-res сертификация. Здесь у нас получается до 20 кГц они зажаты, да. И все мы понимаем, зажатость до 20 кГц, там дай бог, что и все равно там до 18, до 19 что-то дойдет. Мне, откровенно говоря, ну так, среднее качество. Давайте джаз послушаем. Не знаю, сейчас. Не этот, вот этот. Много шипящих, прикольно. Сейчас. Ой, какие натуральные инструменты, а? Натуральные голоса. Хорошо звучит. Смотрите, сразу говорю, мне тут сразу бросается в глаза. Хорошие натуральные голоса, инструменты натуральные. Мешает контрабас. И то, что делает на хип-хопе хорошо, да, то, что делает там на какой-то попсе неплохо, это там суббас, глубокий, все классно, оно там хорошо звучит. Здесь контрабас, получается, он ведущий, и все остальные поют на фоне какого-то солиста-контрабастиста, ну давайте так его называть. Вот он чуть-чуть начинает бубнить по факту, ну давайте еще другое послушаем. Ну я сразу могу сказать, вот со старту. Давайте что-то не такое агрессивное. О, щетки на верхах плохо слышно. Верха немного нужно выше. Сакс звучит вообще идеально. Серединку надо быть чуть-чуть тише. В принципе, они звучат неплохо. Джаз можно слушать с учетом того, что вы не услышите супервысокие частоты, либо выкрутите их эквалайзером. Хорошо, давайте так. Вот я сейчас оценю джаз 3 из 5. 3 из 5. Если, допустим, тот же самый хип-хоп я бы поставил уверенную 4, попсу тоже где-то там 4 с минусом 4, классическую 2 плюс, и вот джаз это где-то 3 уверенная. Это, серьезно вам говорю. При том, что вот слушать их можно вот с учетом того, что вот я вот вам говорю, там откорректировали чуть
Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные, всегда всем говорю. Давайте послушаем еще металл, мне интересен вообще. Ну, металл, рок. Больше меня металл интересует, какие-то металлические композиции. Давайте. Ну, это классик рок. Ой, да, а ну давайте такое послушаем сейчас. Барабаны упругие такие. Гитарки плотные. Вот я сейчас... Ну, классический рок можно такой, кантри, ближе к кантри можно сравнивать всегда с джазом более-менее. Хочется что-то такое тяжелое. Середина вообще комкается, вообще такой, знаете, комки, как комок такой. Тарелкам, вот тарелок я вообще не слышу, им просто искры не хватает. Не-не-не. Надо убирать низкую середину однозначно, приглушить, немного верхов бы для тарелок добавить. Тарелка, знаете, вот как я как ударник, ну вы поймете, да, там, когда играет тарелка открытая, там, такой классный, яркий, это как будто на нее положили, там, грубо говоря, поролон, она такая. И вот она просто глухая, то есть тарелкам просто не хватает искры, не хватает верхних каких-то моментов, поэтому я думаю, что здесь надо бы добавлять верхов, я бы убрал чуть низкой середины, по басам тут вроде бы все нормально. Теперь я вам скажу так, я бы металл бы здесь не слушал вообще. Стоп, тормозим. Так, хип-хоп, джаз послушали. Блин, можно диско попробовать, ну, особо... Ух ты. Очень неплохо. Вот прям чуть-чуть бас-бочку, вот глубокий бас сильно, вот чуть-чуть бас прижать, вообще будет идеально. Ярко звучит, ярко. Мне прям... Ну, давайте что-то с вокалом. Сейчас. Известная, да, композиция? Узнали, да? Очень неплохо, прям вот 4,5 из 5. Хотя это недалеко от джаза, я удивлен. Ну, здесь, конечно, чуть этих джазовых игр с саксофоном не хватает, поэтому, возможно, из-за этого. Ничего б не трогал, прям хорошо звучит. Но вот давайте так, вот я сейчас вам скажу уже свое мнение именно по наушникам и по сценам. От того, что мы прослушали, по сцене. Ширина чуть выше головы. Слушали мы практически все, там классику. Инструменты уезжают за уши. Вот как-то вы так их слушаете. То есть сцена у вас такая узкая, выше головы. Инструменты за ушами. Теперь да, представили это все. Да? Вокал вешается вот тут где-то в центр уверенно. Панорама слева-справа читается, сразу говорю.
Но на сложных миксах, вот там где-то что-то начинает сложно играть, это все нафиг сливается в одну кашу и сцена сплющивается. Есть как есть. 30 с чем-то долларов все-таки играют роль, я вам так скажу, то есть чуда не произошло, не хватает high-res кодеков для более высоких частот, да. Шпатель аудио я попробовал один раз, я его выключил и больше к этому не возвращался, потому что звучит это как детский сад, все прекрасно понимают, да, там объемность звука, все равно вы не добьетесь в ТВС нормального. Все это я оценивал на громкости 3/4 максимальной, на умеренной громкости разделение партий хорошее, ну, вообще при плотных каких-то EDM или металл аранжировках контуры нафиг слипаются, все. Вот я вам сказал, наушники для меня где-то вот 2,5 из 5, среднячок, уверенный среднячок, там где-то там 2,5-3 из 5. Melobuds Pro качественно лучше, но если все-таки вы хотите вано, мы должны еще провести один тест. Лисичка, иди сюда, ты нам нужна, потому что Лисичка сейчас будет писать запись нашего разговора. Отходи на улицу и следи за уровнем, чтобы не зашкаливало, хорошо? То есть меня подноси ближе к этому, а сама говори там где-то далеко, будем слушать. Короче, сейчас Лисичка нас наберет, мы оценим еще качество звука, именно разговорного. ENC нам важен, потому что ENC, то есть ANC мы понимаем. ANC, кстати, не самый лучший. Есть получше ANC-шки, есть 46-48 дБ, под 50, здесь 42 дБ, немножко не то. А вот вопрос с ENC нужно понимать. ANC это активный шумодав для вас, а ENC это Environment Noise Cancelling, который убирает шум окружающей среды, когда ты разговариваешь с человеком. Алло, Лисичка. Да, я тут. Слушаю тебя. Ты меня слышишь, да? Давай я включу запись звука. Вот, все, записываю. А ну, говори, как ты меня слышишь? Расскажи мне, пожалуйста. Я тебя очень четко слышу, все в Ты порядке. слышишь охлаждение ноутбука? У нас Нет, очень нет, достаточно шумно. Не слышишь, да? Нет, нет. А ремонт соседней студии слышишь? Через телефон нет, фактически, да. Через телефон нет, фактически, да. Короче, я тебя слышу вообще отлично. Тут как бы вообще вопросов нет. А мой Нормально ветер, тебя. мой ветер, здесь есть ветер, машина, ветер. А это ж уже твой телефон должен фильтровать, а не я. Хорошо. Это ж не мое. Слушай, ну мне понравилось, я тебя слышу отлично, ну прям качество связи. Не знаю, то, что мы сейчас услышим, но зрители уже для себя сделали выводы. Слушайте, ну как наушники разговорные мне очень понравились. ANC отрабатывает неплохо, но есть получше. Есть отдельный шумодав по ветру. ENC вообще отлично отрабатывает. То есть меня не слышно в микрофон, да, там, то есть в динамик другого собеседника ничего не слышно. И мне это действительно нравится. То есть хорошо, с этим справились наушники. И в целом я сразу же сейчас делаю выводы, что наушники середнячок уверенные, за свои деньги в принципе можно брать. Если хотите вариант получше, возможно доплатив пару долларов, то Melody Buds Pro. У нас в описании под видео есть ссылка. И есть, конечно же, у нас обзор на канале. Они будут поинтереснее конкретно. Но они там примерно в той же самой цене. Но они имеют high-res сертификацию, это важно. По сцене, ну вот понимаете, я был достаточно сух, потому что и рассказывать-то особо нечего. То есть это обыкновенные наушники. Если там снимаешь там какие-то наушники там экстра класса, там с АЧХ замеренным, там ты понимаешь в каких частотах что классно играет, а чего надо добавить, а чего там заглушать, то здесь все одинаково просто. Все, мои рекомендации вы слышали. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.